Всем привет! Сегодня сделаем вот такой настенный уличный фонарь. Так он смотрится рядом с дверью, которую мы сделали с вами в предыдущем видео. Давайте начнем и добавим референс. Откроем вкладку объектов, нажмем «Добавить», поставим здесь галочку и добавляем плоскость. В топологии разрешение уменьшаем до 0, утверждаем. Повернем на 90 градусов по оси X. Идем в текстуры, здесь вот нажимаем, загружаем изображение. Это PNG-файл с прозрачным фоном. Поставим галочку «Всегда не освещено». И сделаем верхнюю часть лампы вместе с этой деталью для лампочки. Берем инструмент теловращения, путь. У нас появилась ось. И центрируем относительно нее наш референс. Проведем линию. И построим фигуру по референсу. Нажмем на зеленую точку. У нас получилась вот такая вот деталь. Давайте ее утвердим и сделаем лампочку. Включим гизмо, центрируем ось. И добавим сферу. Уменьшим. Утвердим. Перейдем в режим соло и вид сверху сделаем. Замаскируем такой вот кружок по центру. Инвертируем маску, включим гизмо и потянем за зеленую стрелочку. Очистим маску и сгладим. Немножко уменьшим. И теперь сделаем вот эту вот маленькую деталь и стеклянную часть лампы. Добавим цилиндр. Уменьшим. Включим двойной радиус и сделаем нижнюю часть. Уменьшаем, верхнюю. Верхняя у нас будет шире, чем нижняя. В топологии разрешение по Y и по Z сделаем равными единице. Скопируем. И копию передвинем вверх. Увеличим. И отрегулируем по референсу. Перейдем в аддитивный режим. Сделаем двойное отверстие и поправим толщину стенок. Утвердим. Далее сделаем вот эту деталь. Берем инструмент теловращения, нажимаем путь и центрируем референс относительно оси. Проведем линию и построим по контуру. Пока построим примерно так.
Нажмем на зеленую точку. В топологии уменьшаем разрешение. По X сделаем 4, по Y минимальное значение у нас это 6. Включим гизму, центрируем ось и повернем по Y на 45 градусов. И поправим. Утвердим. Откроем вкладку мультиразрешения, поставим здесь вот галочку и 2 раза нажмем на подразделение. Теперь галочку уберем и нажмем еще 2 раза. Давайте выберем вот эту деталь. И снова откроем мультиразрешение. То же самое. Сначала нажмем на подразделение с включенной галочкой. Теперь ее выключаем и нажмем еще 2 раза. Выберем вот эту вот верхнюю деталь. С выключенной галочкой 1 раз нажмем на подразделение. Теперь давайте снова выберем нижнюю деталь, включим гизму, центрируем ось и добавим сферу. Уменьшим. Расположим вот здесь. Далее сделаем деталь, с помощью которой светильник крепится к стене. Выберем все детали светильника вместе с референсом. Включим гизму и повернем на 90 градусов по оси Z. Возьмем инструмент тела вращения, нажмем путь. Центрируем эту деталь относительно оси и проведем линию. Построим форму по контуру. И нажмем на зеленую точку. В топологии разрешения X делаем 4, а Y минимальное значение в данном случае у нас 8. Включим гизму и центрируем ось. Повернем по оси Y на 45 градусов. Выключим гизму и поправим форму этой фигуры. Утвердим. Откроем вкладку мультиразрешения. Поставим здесь галочку. 2 раза нажмем на подразделение. Уберем галочку и нажмем еще 2 раза. Выберем весь светильник вместе с референсом. Включим гизму и повернем по оси Z на 90, по оси Z на 90 градусов. Давайте выберем вот этот цилиндр, изменим параметр на 4 и утвердим. И далее сделаем вот эти вот декоративные элементы. Выберем плоскость с референсом и перейдем в режим соло. Возьмем инструмент трубка, путь и проведем здесь вот линию. Построим по референсу. Нажмем на зеленую точку и уменьшим радиус. Перейдем в топологию и разрешение по Y уменьшим до минимальных значений. Нажмем путь и проведем вот здесь линию. Тоже построим по референсу и нажмем на зеленую точку. Все параметры скопировались вот с этой детали.
Выйдем из режима соло, делаем вид сбоку и передвинем вот эти точки сюда. Утвердим. Выберем вот эту линию, тоже утвердим. Включим гизмо и нажмем пин. Теперь выбираем вот эту деталь и добавим отзеркаливание по оси Z. Выберем все три детали и совместим. Выключим пин и добавим тор. Уменьшим. Расположим вот здесь. Выключим гизмо и изменим размеры по референсу. Немного уменьшим разрешение и утвердим. Скопируем и копию передвинем вот сюда. Еще раз скопируем, копию пока скроем. Теперь выберем оба тора. И вот эти вот детали нажмем совместить. Выберем верхнюю часть светильника, нажмем пин. Теперь выберем вот эти детали и добавим отзеркаливание по оси X. Откроем тор, который у нас скрыт. Выключим пин. Так, расположим его вот здесь. Скопируем и передвинем на другую сторону. Снова выберем плоскость с референсом и перейдем в режим соло. Возьмем инструмент трубка и проведем вот здесь вот кривую. Нажмем профиль. Уменьшим толщину. Включим тройной радиус. Изменим его величину по референсу. Сделаем чуть-чуть поуже. Выйдем из режима соло и подкорректируем. Давайте включим гизмо и повернем на 45 градусов. Вернемся назад. Сделаем вид сверху, нажмем ось и передвинем ее в центр светильника. И теперь повернем на 45 градусов.
Утвердим. Скопируем. Так, давайте снова включим ось. Передвинем ее в центр светильника. Скопируем. И повернем по оси Y на 90 градусов. Еще раз скопируем и повернем. И далее сделаем вот эти вот элементы. Добавим куб. Уменьшим. Передвинем сюда. В топологии уменьшим разрешение. Сделаем x и y равные нулю, а z единице. Утвердим. Замаскируем эту линию. Инвертируем маску. Включим гизмо и потянем за зеленую точку. Очистим маску. Перейдем на вкладку мультиразрешения и немного скруглим углы. 2 раза нажмем на подразделение с галочкой и 2 раза без галочки. Возьмем инструмент трубка, кривые, проведем здесь вот линию, поправим, включим тройной радиус и подкорректируем. Нажмем профиль. В топологии уменьшим разрешение по Y и по X сделаем минимальное значение. Утвердим. Перейдем на вкладку мультиразрешения и смягчим углы. Снова берем инструмент трубка, кривые, проведем линию. Нажмем профиль и изменим толщину. В топологии уменьшим разрешение по Y и по X сделаем минимальное значение. Утвердим и смягчим углы. Снова возьмем инструмент трубка, кривые, проведем здесь вот такую завитушку сделаем, нажмем профиль, изменим толщину. Поправим здесь.
Изменим топологию, утвердим и смягчим углы. Включим путь и проведем вот здесь линию. Нажмем на зеленую точку. Далее нажимаем здесь вот 3 точки и спираль. Увеличим угол, радиус, включим гизмо и передвинем вот сюда. Нажмем профиль и уменьшим толщину. Немного уменьшим масштаб. И уменьшим разрешение. По Y сделаем около 100, а по X уменьшим до минимума. Утвердим. На вкладке мультиразрешения смягчим углы. Возьмем инструмент переместить и уберем эту вот выступающую часть. Возьмем инструмент трубка, кривые, проведем вот такую линию. Нажмем профиль и уменьшим толщину. Три раза нажмем на скручивание. И давайте скрутим в некоторых местах. Внизу сделаем горизонтально. Уменьшим разрешение. Утвердим и смягчим углы. Вот такой у нас получился уличный фонарь. Давайте скроем референс и выберем все детали корпуса. Совместим. Поменяем откап на PBR. Откроем дверь, которую мы сделали в предыдущем уроке. Светильник уменьшим. И разместим сбоку от двери. Давайте корпус окрасим в металлический цвет. Выберем его, откроем вкладку «Окрашивание». Металличность увеличим до единицы, шероховатость сделаем примерно 0,25. Выберем подходящий оттенок металла и нажмем «Окрасить». Теперь выберем стеклянную часть. Уменьшим непрозрачность. Добавим желтоватый оттенок. Берем металличность и шероховатость. Выберем лампочку и сделаем аддитивный материал.
Чтобы нам скопировать светильник на другую сторону, продлим стену. Давайте добавим куб и уменьшим его толщину в соответствии с имеющейся уже стеной. Сделаем чуть-чуть пониже ее. Сделаем разрешение равным 0 и утвердим. Выберем вот этот бежевый цвет и раскрасим. Давайте еще скопируем вот эти вот цветные квадратики. Передвинем. И теперь выберем светильник, скопируем. И копию передвинем на другую сторону двери.